Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний расклад мы делаем для представителей знака Телец. Расклад на неделю, неделя с 16 по 22 марта. Давайте посмотрим, что вас, соответственно, ожидает на следующей неделе. Какие вам карты сегодня выпадут? Что интересного у вас произойдет и чего следует ожидать от этой недели предстоящей. Итак, тельцы, я напоминаю, что это общий таро-прогноз, что он не персональный, он не личный. Пишите ваши комментарии, пишите ваши отзывы, насколько этот расклад соответствует тому, что происходит в вашей жизни. Я буду очень рада прочитать, соответственно, сообщения от вас. Поэтому не стесняйтесь, пишите. Также подписывайтесь, если вы еще не подписаны. Тоже буду очень-очень признательна. Итак, у нас сегодня две колоды. Первая колода у нас основная, вторая колода дополнительная для уточнений или разъяснений. Я тоже ее, соответственно, сейчас перед вами перетасовываю. Мы посмотрим, какие карты у вас и в каких сочетаниях выпадут. Соответственно, какие комбинации карт будут. Возможно, они позволят нам немножечко уточнить основные события каждого дня. Может быть, какие-то карты позволят смягчить какие-то негативные аспекты, соответственно, каждого дня. Итак, давайте посмотрим, что же происходит у представителей знака Телец на следующей неделе. Начинаем мы с понедельника. Итак, первая карта у вас. Карта десятка жезлов. Затем король жезлов на вторник. На среду маг. Четверг тройка жезлов. Пятница королева пентаклей. Суббота правосудие. И карта звезда на воскресенье. Первая карта десятка жезлов. Ну, такая какая-то перегруженность, загруженность, которая может у вас почему-то быть. Вы чувствуете, что слишком многое на вас навалилось. Может быть, вы много работы на себя берете, или у вас понедельник день тяжелый, что называется. Можете работать за себя из-за того парня, да, можете при этом сами на себя брать какую-то дополнительную работу и вести себя достаточно решительно, смело, но ваша решительность здесь окупается. То есть ваши усилия, они принесут свои плоды. Это как последний такой уже рывок, который осталось сделать до получения результата. То есть, несмотря на какую-то усталость, загруженность, но вы понимаете, что вы уже практически у цели, осталось еще немножечко постараться. Да, здесь в общении с окружающими может быть ситуация, где вам не хватает времени, ресурсов своих собственных для того, чтобы уделить время кому-то, потому что вы заняты своими делами и работой, поэтому просто меньше остается для этого времени, возможностей. Да, но в целом карта достаточно такая, да, может быть и непростая, говорящая про, как она здесь называется, гнет. То есть такую нагруженность, загруженность вашу, ощущение давления, но тем не менее карта и не самая плохая. Давайте посмотрим, что здесь в дополнении у вас есть. Карта шестерка мечей. То есть вы понимаете, что вы здесь решительно настроены на то, чтобы поменять что-то или привести все к каким-то переменам, изменить в лучшую сторону. То есть вы над чем-то работаете, прикладываете к чему-то усилия, тянете на себе какую-то задачу или какую-то работу, чтобы поменять ситуацию. То есть по шестерке мечей, чтобы изменить что-то к лучшему. Может быть, вы тут рассматриваете какую-то возможность завершить работу и по шестерке мечей там перейти на какую-то другую должность или какую-то возможность получить с завершением этой работы. Шестерка мечей также и позволяет вам чему-то научиться в этом состоянии или в этой ситуации. То есть вам тяжело, но вас это чему-то учит. Это перемены, которые для вас будут благоприятными и ведут к каким-то благоприятным изменениям. Вы можете здесь чувствовать, что вы как будто бы с кем-то не можете договориться или понять другого человека, и пытаетесь узнать об этом человеке что-то, разузнать, понять, опять-таки получить информацию какую-то, поэтому шестерка мечей. Шестерка мечей, она в целом о
транспорте также как таковом, да, какие-то решать вопросы, касающиеся транспорта или касающиеся поездки, то есть каких-то билетов, каких-то вот таких вопросов. Давайте посмотрим. Дальше король жезлов, карта огненной стихии, огненного знака, это лев, овен, стрелец. Может быть общение с человеком огненной стихии, но также король жезлов, да, это даже несмотря на то, что вы не огненный знак, но это, возможно, карта, показывающая, что вы здесь очень честолюбивые, очень такие активные, очень пылкие, страстные, очень сильные натуры, и будете проявлять себя здесь в таком, соответственно, в такой ипостаси по королю жезлов. Вы здесь будете быстро реагировать на какие-то обстоятельства или ситуации. То есть, ну, такие достаточно пылкие, пламенные будете. Давайте посмотрим, что здесь еще есть. Карта Луна. Вы здесь рассеиваете какие-то сомнения, какие-то ваши страхи, и вы работаете на достижение и реализацию своей мечты. То есть то, что вы бы хотели, о чем вы мечтали, что вы себе планировали, возможно, что вы не рассказывали окружающим, держали, возможно, какие-то свои мечты или планы в секрете, может быть, думали, что что-то может не получиться, не реализоваться. Но здесь вы работаете на достижение цели, рассеивая свои страхи и какие-то препятствия, которые могут здесь вам мешать. Карта мага, карта больших возможностей для вас на среду. И по магу вы здесь очень активные, очень волевые и энергичные будете. Карта первая в старших арканах показывает, что здесь может быть начало какой-то хорошей новой возможности, когда вы создаете и творите, когда вы здесь вдохновлены определенной работой на себя, и вы действуете для достижения своих целей. Карта на самом деле потрясающая у вас на среду вместе с королевой мечей, с огненной стихией, которая тоже не ваша стихия, а карта воздушной стихии, воздушного знака. И может быть здесь задействован как-то знак близнецы, водолеи или весы. Но по королеве мечей, если мы говорим о вас и о маге, то вы здесь готовы брать на себя ответственность, творить, делать, опять-таки контролировать какие-то процессы в вашей жизни, может быть создавать какой-то бизнес или делать какие-то важные шаги в этом создании. Вы здесь проявляете вот эту амбицию свою, реализуете, проявляете себя в лучшем свете. Может быть, какие-то вопросы карьерные решаете, то есть показываете, что вы можете, что вы способны брать на себя здесь ответственность какую-то, что вы здесь очень проницательные, вы знаете все, в всем разбираетесь, хорошо владеете какой-то информацией. Дальше идет тройка жезлов. Карта в какой-то степени, я бы сказала, ожидания, когда вы по тройке жезлов идете к высоким целям, делаете для этого определенные шаги, но понимаете, что вы как будто в самом начале, то есть еще многое нужно сделать, чтобы получить результат, на который вы рассчитываете и которого вы хотите. И по тройке жезлов вы смотрите в перспективную, эту даль, в перспективное будущее, то есть планируете, строите для себя определенные планы, касающиеся этой цели. И да, возможно, вы здесь хотите обратить внимание на себя или на свои потребности других людей, чтобы они вам как-то тоже помогли, посодействовали, найти каких-то партнеров или каких-то помощников для вас важных здесь. То есть вот здесь по тройке жезлов желание трудиться, работать на достижение важной для вас цели и какого-то материального, может быть, благополучия, на которое вы рассчитываете. Давайте посмотрим. Следующая карта на четверг, тоже карта маг. Выпадает вот они рядышком у вас. То есть опять-таки вы здесь готовы с тройкой жезлов идти к вершине, делать, творить, создавать, потому что по магу вы проявляете на этой неделе очень много активности, очень энергичные будете, очень деятельные, да, не будете сидеть на месте. Карта королева Пентаклей, ваша земная стихия, вашей земной стихии, соответственно, да, может быть и общение здесь с другим земным знаком, как вы, это козероги, девы или тельцы вместе с верховной жрицей, которая тоже карта тельца. Здесь в целом можно говорить о том, что вы будете очень мудры во всех вопросах финансовых, во всех вопросах, касающихся здесь стабильности и вот такого постоянства, благополучия в этом постоянстве. По карте Верховная Жрица вы будете стараться сохранять гармонию в делах, в отношениях, то есть эту сердечность и верность. Вы будете очень терпеливы, вы будете очень благоразумны. По Верховной Жрице, может быть, какие-то вопросы, касающиеся денег, вы не рассказываете всем, да, то есть что-то делаете в тайне, какие-то вопросы там или бизнес-проекты какие-то пока что не особо разглашаете, то есть какие-то такие вот вещи здесь могут быть. Дальше карта правосудия, карта весов, да, может быть общение с человеком знака весы, оно может быть очень для вас каким-то существенным и важным, но и тут же карта сила, лев.
Здесь вы стараетесь добиться в чем-то справедливости и ответственности и договориться с кем-то, достучаться до кого-то, донести свою точку зрения по правосудию, может быть, решить какие-то судебные вопросы или вопросы, связанные с документами, бумагами, для вас очень важные. По правосудию вы здесь можете стараться к какому-то балансу прийти, соответственно, в общении, опять-таки, с другим человеком, потому что по карте сила вы здесь стараетесь с кем-то не силой, да, не властью, не вот давлением договориться, а спокойствием, толерантностью, какой-то такой мягкостью, но прийти к общему какому-то согласию, да, и к тому, что вы считаете правильным, справедливым, то есть прийти к этому балансу. И карта звезда надежды, которую вы строите в воскресенье, планы какие-то. Возможно, вы здесь получаете что-то желаемое по карте звезда, что-то, о чем вы мечтали, чего вы хотели, либо вы здесь строите какие-то планы и цели по карте влюбленные, касающиеся, ну вот, знаете, может быть, какого-то вопроса пары, да, отношений в паре. Возможно, у вас есть какие-то определенные надежды, касающиеся вашей второй половинки. По карте влюбленные вы здесь можете вместе с картой звезда надеяться, что там удастся восстановить, допустим, какие-то отношения или удастся их наладить. Возможно, вас вдохновляет здесь что-то, касающееся парных отношений, что вы в тандеме с кем-то что-то делаете, да, и идете к вашей цели совместной, общей. Вы здесь можете выстраивать хорошие, здоровые отношения, доверительные. Вы можете здесь строить планы касаемо вашего будущего, дальнейшего, если мы говорим про отношения, да, хорошие в паре отношения, имеющиеся уже. То есть вы строите планы. Вы здесь очень настроены на перспективное будущее, соответственно, и на получение того, что вы хотите. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака, для тельцов, мы завершаем. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.